Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. В этом году от всех знакомых только и слышу про малиновое дерево, про его плюсы. Взяла и купила, а также и посадила. Малиновое дерево взяла сорта «Сказка» в садовом центре «Виктория». Выражение «малиновое дерево» несколько утрировано. На самом деле это просто мощный куст с толстыми побегами, покрытыми древесиной и приличной высотой. Малина «Сказка» имеет следующие характеристики. Куст вырастает высотой до 2–2,5 метров, не нуждается в подвязывании благодаря толстым стеблям, которые сравнимы с черенками садовых грабель. Эта малина не ремонтантная, но период плодоношения у нее растянут до самой осени. Плоды очень красивые, достигают 15 грамм, они очень крупные и сладкие. Урожайность очень высокая, может достигать 10 килограммов с каждого куста. То есть мы с одного куста соберем столько, сколько бы мы собрали с 10 кустов обычной малины. Сорт неприхотлив и устойчив к заболеваниям и вредителям. Как вы видите, вот я приобрела малиновое дерево «Сказка». Значит, находится он в горшочке, где-то вот 2–3 литра объемом. Горшочек очень легкий, то есть почвы здесь совершенно нет. Полностью весь горшочек наполнен торфом. Как видите, размножается эта малина черенками. Сажать их нужно сразу после покупки. Если кустиков взяли несколько, то между ними соблюдать нужно интервал в 100 сантиметров. Для хорошего урожая малине «Сказка» необходима рыхлая почва, регулярный полив, щедрые подкормки и много солнца и тепла. Значит, как видите, вот они, корешки свежие, новые. Я решила опустить кустик в воду, размочить, посмотреть, какие корни у малины, убрать весь торф. На малине, как вы видите, несколько побегов. Для данной малины мы будем выбирать солнечное, защищенное от ветра место. Лучше, чтобы оно находилось на возвышенности. Значит, я буду добавлять обязательно, вырую яму, да, и для посадки саженца, значит, возьму почву, землю садовую, добавлю перегной, вермикулит, древесную золу и куриный помет. Можно и даже нужно добавить еще крупный песок, чтобы земля была, улучшить ее состав почвы. И должна быть почва для малины рыхлой, питательной. Сделали мы яму где-то сантиметров 40 в глубину, ну и в ширину, наверное, в диаметре где-то сантиметров тоже 30–40. Сажать я ее буду на грядку, как видите, на возвышенности. Здесь у меня растет земляника ремонтантная. Двухгодовалая, кстати, говорят, после 2 лет ее надо пересаживать, обновлять, значит, но мы этого не делаем, она прекрасно так у нас продолжает вот уже 4-й год расти и плодоносить. Видите, на возвышенности находится участок, полностью целый день, значит, практически солнце на этом участке. Все добавляем, то, что приготовили. Вермикулит, перегной, древесную золу, куриный помет, можно добавить торф.
Для штамбовой малины очень важна хорошая воздухопроницаемость грунта, так как верхние корешки у этого растения должны впитывать кислород из воздуха. Поэтому сказку никогда не высаживают в низинах, где весной или после сильного ливня будет застаиваться вода. Кроме этого, почву вокруг куста регулярно необходимо пропалывать, рыхлить и удалять сорняки. Все мы это перемешиваем, смешиваем с почвой, с землей. Земля у меня здесь хорошая, потому что я постоянно ее удобряю, вношу перегной и осенью, и весной. Добавляю древесную золу, вермикулит, куриный помет. Ну вот, я достаю малину, кустик малины, росток. Еще хорошо его промываю от торфа. Ну, я вам показывала, есть корешочки прямо свежие, беленькие. То есть до того, как у нас малина не приживется, вот до того, как вы не увидите новые росточки, да, новые листочки, ее необходимо постоянно содержать во влажном состоянии. То есть нужно регулярно поливать. Ну, а также замульчировать можно соломой, либо торфом, перегноем. Вот, в принципе, что мы и сделаем. То есть я размещаю сейчас корни малины. Свободненько их раскладывать сейчас буду. Затем засыпаю, почву уплотняю и обильно поливаю. Вообще поливать куст малины нужно в период цветения, когда на нем созревают ягоды. Малина очень остро нуждается в поливе, то есть ее необходимо будет поливать чаще и обильнее. Подкармливать штамбовую малину нужно с начала цветения, вплоть до осенней обрезки. Для подкормки лучше использовать жидкую органику или растворенные в воде минеральные комплексы. Затем я снова засыпаю почвой. Далее замульчирую соломой, чтобы почва постоянно находилась во влажном состоянии, пока вот малина не приживется. И снова полью. Сажаю я на тот же уровень, вот что она была в горшочке, ни ниже, ни выше, там, никак. Именно на тот уровень, на котором она была посажена в горшке. Следующее у меня будет видео, и я в нем расскажу, что нужно и как нужно сделать осенью. То есть там осенью у нас будет тоже, значит, следующие работы с малиной. Это полив осенний, вот, затем обрезка, далее внесение удобрений, мульчирование обязательно и пригибание побегов к земле. То есть это нужно будет все сделать, чтобы она и не вымерзла, и на следующий год хорошо плодоносила. Ну вот, все, поливаем. Посадила я ее где-то неделю назад. Чувствует она себя прекрасно. Поднимаю солому, там всегда влажная почва. То есть листочки не вянут. Все, в общем, хорошо. Всем спасибо большое за просмотр. До свидания.